Всем привет, меня зовут София, и я американка. Сегодня я хочу поговорить о водительских правах в России и в США. Я пока не рассказывала вам о 3 разных хозяйках, с которыми я жила, но все, что я знаю о водительских правах в России, это от хозяйки номер 2. Я не знаю, насколько это правда, но она говорила, что у ее сына было много экзаменов на водительские права, но он так не получил их из-за того, что он не платил хорошие взятки. Это нормально просто купить права? Как это делать? Почему это делать? И если есть такие водители, вам не страшно, что они водят просто так? Пожалуйста, поправьте меня, если я что-то понимаю не так. Gently. И я знаю, что у вас есть эти женщины, которые носят рекламы и стоят у метро, и монотонно говорят в микрофон «Автошкола». Автошкола. Я хорошо это помню. Как я сказала, я почти ничего не знаю о вашей методе, хотя в теории я думаю, что он похож на наш, за исключением взяток. Но я вам расскажу о моем опыте в США. So, buckle up your seatbelts, everybody. Get it? Buckle up because we're talking about driving. You have to put your seatbelt on, but we're also you have to get ready because I'm gonna tell you a story. So you buckle, getting ready. Fine. В Огайо, когда мы были в автошколе, нам надо было платить $329 как минимум за занятие. Там 6 занятий по 4 часа каждое. И нам показали много видеороликов о том, что случится, когда есть ужасная авария. They basically just tried to scare us for 24 hours. Потом там 8 часов за рулем с профессионалом, и тебе также необходимо совершить 50 часов контролируемой практики вождения, включая 10 часов в ночное время. Для меня это было с мамой. Где я жила, дороги всегда строятся, и когда я начинала практиковаться с мамой, было много оранжевых дорожных конусов по улицам. Каждый раз, когда я нас водила, моя мама говорила, что она могла чувствовать оранжевый на ее коже из этих конусов, потому что я водила очень близко к ним. Я хочу вам сказать, что мама шутила, но я думаю, что это был настоящий страх. Но после 50 часов я замечательно водила. Есть стереотипы в России, что женщины красятся, пока ездят, водят. I hate verbs of motion. Okay. Или они смотрят на магазины и потом попадают в аварию из-за того, что не смотрели, куда ездили. Or whatever. Это не про меня. Ты знаешь, когда ты умеешь что-то делать хорошо, а если появляется чужой человек, который смотрит на тебя, все становится сложно. Я не могу даже успешно печатать на клавиатуре, когда кто-то наблюдает за мной. А когда пришло время для водительского экзамена, был очень странный день. У меня водительский экзамен был после школы и в другом городе, но у моего папы была машина, и он не только опоздал, но и решил, что я должна водить туда as a last-minute practice session. Мне надо было спешить. Не как нормальный человек. Как сумасшедшая. Мне пришлось нарушать правила, обгонять и подрезать машины для того, чтобы успеть на экзамен. Я не знаю, сколько законов я разрушила по пути. Мы еле-еле приехали вовремя, и у меня было много стресса, и я была расстроена, потому что можно было бы избежать все это. Я такая. Я так хочу, чтобы у вас было хорошее мнение обо мне, но я тоже хочу быть честной. Так что подождите 1 минуточку, и я испорчу ваши мечты. It'll just take a second. Полицейский сидел в машине и мне сказал, куда мы едем, когда повернуть и так далее. Но мое сердце билось так сильно, потому что я все еще не могла отойти от стресса, когда мне пришлось умчаться как Шумахер на экзамен. Я не могла просто успокоиться через 5 минут. Было опасное время для всех. Я сделала все, что он меня попросил. Но резко. И с ошибками. И с помощью много плохих слов. Я ругалась так сильно и громко перед ним. И не просто как блин, but substantially. Когда мы вернулись к стоянке автомобиля, я глядела на него и видела, что он сжимал дверь, и у него было мертвое бледное лицо. Я была уверена, что я провалила экзамен. Но он, наверное, думал о своей семье и о своих полицейских друзьях. И, наверное, о своих врагах. И он не желал никому такой участия, как то, что он только что пережил.
Я не знаю, как там на самом деле, но в США у нас нет взятки на такие мелочи. Не надо дать деньги, когда страх достаточно. Я себя боюсь. Но у меня еще был экзамен на маневренность впереди, и я задела один оранжевый конус. Он не мог закрыть глаза на это, и мне надо было вернуться через 2 недели и проделать только эту часть. Но это все было, когда я была в школе. Теперь, как взрослый человек, когда я приехала в штат, где я живу сейчас, мне только надо было пересдать письменный экзамен. 2 раза, because I failed the first time. У каждого штата свои правила, которые более-менее похожи, но здесь я не была готова к некоторым дурацким вопросам. Например, если вы на автостраде, и вы видите женщину с лошадью на одной стороне дороги, и женщина протягивает руку горизонтально к земле, показывая 3 пальца, тогда что это значит? I still don't know. И там были нормальные вопросы, конечно, но я чувствовала, что некоторые вопросы были как каким образом белочка решает проблему, когда спать хочется, но птицы слишком громко поют. I did not pay $5 for this, and I swear to sweet goodness that if I meet the person responsible, then I'm gonna... Но у меня, наконец, свои права, и я надеюсь, что решение лайкнуть, подписаться и поделиться мой канал с друзьями не так трудно для вас, как получить права было для меня. Ну все, спасибо и до встречи.